Всех приветствую на своем канале Табачный Эксперт. Ребята, как и обещал, хочу показать небольшой обзорчик своей табакорезки. Служит она где-то у меня, года два, может быть, чуть побольше. Заказана она была с Челябинска. Цену сейчас, цену точно сказать не могу, но тоже недешево, хотел бы сказать. Сравнил я с Александром, как у него сделано, да. Ну, это, конечно, небо и земля. Ну, там цена, и эта цена соответствует как бы качеству. Ну, еще и вдобавок того, что незнание, как сей аппарат должен работать. Ну, это все станинку сделали. Здесь был до этого ручной привод. Стояла здесь ручечка такая. Переделали мне ее. Стал такой-то вот электроприводом. Так, ширина у нее, сейчас точно сказать не могу, но сейчас померяем. Да, 80, по-моему, она была. Да, 80. 80 и... эта роль, наверное, не играет 12. Что хочу по ней сказать. Металл здесь, конечно, да, никакой. Мягкий, стирается. Перекрутил я на ней, может быть, килограмм 100, может быть, может чуть побольше, но это все-таки не промышленные масштабы, да, а для дома как бы. Гребенки здесь стоят, я не знаю, нет, так мы не увидим. Гребенки здесь состоят из нержавейки, тоже выпилены не очень качественно были. Все приходит с опытом, когда узнаешь, тогда и поймешь, что тебе нужно. Такие валы, ребята. Эти звезды, самоделка, видать, из-за них сильно шумит она. Очень сильно. Так, в принципе, для домашнего использования она пойдет. Что еще хотел бы добавить для нее? В принципе, больше добавлять нечего. Если вы много, как бы сказать, для себя только, пойдет и такая вещь. Да, здесь вот действительно сами валы были бы покачественнее сделаны. И гребеночки. Гребенки здесь где-то, сами гребенки, толщина где-то, может быть, 3-4, тройка, скорее всего, да. Миллиметра 3 из нержавейки, они мягкие. Слишком. Половину, не стал сейчас разбирать ее. Я ее почистил уже. Перед резкой табака. И как бы очень много зубьев съедено. Спрашивал новые гребенки. Заказать хотел на нее. Ладно, с валами еще ладно. А гребенки он мне сказал, что делается индивидуально под каждую машинку. Вот и все. Это, считай, покупай новую голову. Целиком с гребенками. Как бы нерационально все это. Ладно, включу, сейчас покажу вам, как она крутит. Вот это рычит, это из-за этих вот шестереночек. Они даже видно, что они криво насажены или криво порезаны. Работает очень тихо. По сравнению с двигателями от стиральных вернее, не от стиральных, с двигателями от мясорубок, да, грохоту стоит жуть. Работает она очень тихо, на 220 вольт. Через переходную муфту сделали мне, я попросил. Такая не слишком она круглая. Вещь работает. И хорошо. Как бы это к ней мне вообще, как она сделана была, претензий особых не было поначалу. Там гребеночки вон там с той стороны. И также, в принципе, они, наверное, все одинаково сделанные. Все, ребята, покажу. Сейчас покажу, распакую табак.
покажу, как он ее режет. Все, не переключайтесь. Так, ребята, ну что, начнем резать полученный мною табачок. Вот в такой-то ящичек я его приготовил из-под старого холодильника. И вот такая у меня форма. Тоже, вернее, не форма, а контейнер. Контейнер этот из-под меда. Ну, тара. Используют пасечники. Ну, у меня для табака плотно закрывается, ничего не пахнет. Можно потом покрутил и занести домой. Да, еще такую-то вещь хотел показать. Ну, видите, расположение шестеренок стоит с этой стороны. Хотя их тоже можно было сделать с этой. Но как здесь стояла ручка, как бы они тут были бы неудобны. Ну, а если подключать привод, вот эти штуки крутятся и могут намотать чего-нибудь. Сделал я вот такую штуку. Ну, как в процессе я ей не пользуюсь. Снимаю не очень удобно. Можно, конечно, будет подрезать ее пониже, но уже безопасность есть. Под шестеренки не попадешь. Ну что, поехали, покажу я вам. Ну, стрипс, ребята, это не лист. Как бы, да. Есть некоторый лист и по суше, и пожирнее немножко. Для этого надо побыстрее будет перекрутить, чтобы он не высох совсем. Ну, крутит довольно шустро. Передаточное число я вам не могу сказать. Ну, вот такой вот табачок получается, да. Возможно, даже надо будет увлажнить. Ну, посмотрим, когда будет мешка. Я посмотрю. Да, ребята, видите, я в перчаточку одел. Потому что табачные смолы. Все на руках липнет. Это очень плохо. Ну, вот так она работает. У кого есть, тому не интересно. А кто начинает, тому даже будет очень интересно. Подбирать надо, да. Табак по влажности. Но это как бы немножечко по суше. Из-за этого получается немножечко он помельче. Ну, аромат, конечно, я вам скажу, ребята, обалденный. Сырье, говорят, импортное. Так, ну вот смотрите, из-за гребенок начинаются забиваться каналы. Вам видно будет. Вот это и проблема. А потом начинается все это торможение. Вот что гребенки играют очень большую роль в этом деле. Все, ребята, не переключайтесь. После этого нарезки будет набивка сигаретный гильз. Ребята, ну получается вот такая вот красота. Смотрите, как тут можно ценители табака. Да, остановил я нарезку. Табак пошел суховатый немножко. И качество нарезки стало очень много мелкого. Как вы видите, что стало оставаться. Что нам это ненужное дело. Сейчас немножко добавлю стрипси берлеев для крепости. И все. Остальное пойдет на увлажнение. Немножко увлажнится, постоит, и тогда я его продолжу дальше крутить. Это немножко на пробу. Соскучился уже по хорошему табаку. Все, следующий этап будет у нас набивка сигаретный гильз машинкой, тоже электрической. Все, ребята, не переключайтесь. Сейчас докручу немножко берлеев для крепости, и все. И мы дальше продолжим с вами.
Ребята, ну что, приступим к набивочке. Такая вот у меня электрическая машиночка Powerroll 2. Повидала она, конечно, уже много. Забито ей тоже очень много. Так, где-то она, штучка наша. Родной не нашел, родная белая ее. Это от ручной машинки набивочной. Все, табачок наш набираем. Вставляем гильзу. Все, трамбуем. Просто снимать и делать не очень удобно. Это как бы... Так вообще идет все очень быстро. Все. Закрываем. Нажимаем клавишу. Слишком плотно набило. Бывает. Все так. Вторую. Послабже набьем. Вторая уже получше. Все равно кончик приходится немножко прижимать. Ну, еще от табака зависит. Он есть такой, как плотный, маслянистый. Немножко будет прижимать. Ну, сейчас еще раз. Подсыпаем. Обычно я не полностью трамбую, а с двух концов, чтобы как бы и конец сигареты набился, и начало. Как раз его. Ну вот она, получилась у нас сигареточка такая вот. Еще одну. Процесс идет довольно быстро, просто надо немножко приладиться к ней, да, как она работает. И как бы еще табак мелковатый, когда тоже плохо. Но этот нормально увлажненненький получился у нас. Вот такая прекрасная чудо-сигарета. Уже не могу удержаться, не попробовать. Сейчас, ребятушки, покажу вам еще. Все очень просто. Машинки вообще исключительно. Ну, просто она уже подуставшая. Как бы и уже со скрежетом работает. Ну, работает. Все, с двух концов. Вообще. Чуть-чуть пристукнул ее. Как заводская. Только своя. Гильзы эти очень хорошие. Я их давно беру. Ну, брал я раньше Деспирадос. Ну, что-то их в наличии сейчас не оказалось. Как бы маленькими пачками нет смысла. Все, табачок чуть-чуть присыпали. Раз его, раз его. Ну, у кого такая машинка, тот знает. Все, чуть-чуть пристукнул. Я немножко их эти края подгибаю, чтобы не высыпался табачок. Все, ребята, крайнюю сигарету забиваю и уже не могу удержаться их попробовать. Ну вот, она, видите, вообще вся полная. Гильза полная. Даже сильно не стоит ее упирать. Набивать ее туда очень сильно. Там вот эта штука, металлический нож, он как бы ее задвигает и начинает прессовать. Когда много, запрессовывает или рвет кончики, или рвет саму гильзу. Вернее, кончики на гильзе рвет. Ну, приспособитесь, и будет хорошо. По вкусу вам скажу, это петухи песни поют. Я в мастерской. По вкусу, вкус американских, как раньше были сигареты. Это я знаю, проверено все это. Как бы это не первый раз. Я там заказываю. Да, кстати, хотел добавить, что у них
в этом магазине есть еще нарезка. Можно заказать нарезку. Но нарезка стоит, если мне память не изменяет, где-то, по-моему, 300 рублей килограмм. У кого нет машинки, как чтобы не мучиться, закажите в нарезке. Если вот на 2,5 килограмма вышло, где даже 1000 рублей не выйдет. Килограмм 600 и 600, и там 150. 750 рублей будет нарезка стоить. Конечно, много упрощает, но так как у меня есть машинка, зачем платить деньги? Тем более я буду дальше резать свой табак на ней, и мне как бы это не нужно. А поначалу, да, я покупал нарезки у них, и было очень все прекрасно. Вообще мучений никаких нет, только набиваешь. Даже у меня электрической этой машинки не было. Электрической этой машиночки не было. Работает она исключительно. Бывает, что там замяла гильзу или еще что-то. Вот такая штука выходит. Все. Это все мелочи по сравнению с качеством табака, вкусом, аромат, запах, вкус. Я не знаю еще, что добавить. Кто курильщики, они понимают, о чем я говорю. Мне это непередаваемое впечатление. Даже табаки, которые есть в кисетах, там по 30, по 50 грамм, не сравнится с этим никак. Никак не сравнится. Поперепробовал я их в свое время. Это небо и земля. Все, ребята. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.